костер – это, пожалуй, одно из любимых развлечений безликого админа после того, как админы СМИ обрели свой новый дом. Раньше он пытался разводить костер в ванне на кухне, наблюдая за отсветами огня на стенках ванны. Но на утро его всегда ждал длительный и неприятный разговор с остальным конклавом. Кто-то даже смотрел на него с укоризной, а некоторые даже воспроизводили известный монолог легендарного основателя эпидемии. Лишь дракон Армагеддон жалостливо смотрел на безликого и застенчиво вилял хвостом. Ему тоже нравилось разводить костры в ванной. После были попытки разводить костер в коридоре, используя мифриловый тазик в качестве очага. Это не разрешили сразу, даже не пытаясь найти разумного компромисса. А также админам предпринимались попытки сидеть возле газовой горелки. Совсем не то, даже не рядом. В итоге, безликому админу пришлось покориться судьбе и долго зимней ночью жечь костер на улице. Зато на улице было вольготно. Безликий вытаскивал старое кресло, клал попону для дракона, и они вместе, сидя в тишине зимнего леса, смотрели на горящее пламя. Когда огонь утихал, дракон раздраженно фыркал. Когда пламя поднималось на высоту человеческого роста, довольно урчал. Ночью в зимнем лесу тихо. Звери попрятались в норы, птицы укрылись в гнездах. Даже болотные обезьяны, что нынче заселили ногинские леса, спят. Лишь откуда-то издалека, изредка, доносится крик совы. И вот, как-то раз, одной ночью, сидел безликий админ с драконом и смотрел на костер. Пламя вспыхнуло и выплюнуло в небо сотни ярко-рыжих ИСКР. Маленькие звезды, рожденные ночным костром, устремились в небо, к своим холодным и далеким собратьям. Но не успев прожить и нескольких секунд, гасли одна за другой. Это безликий админ подкинул пару полишек и растормошил костер. Как вдруг в тихом лесу послышался скрип, потом еще, уже ближе, за ним еще. На небольшую полянку перед бунгало на болоте вышел человек. Он уверенно подошел к огню и вытянул озябшие руки, а после, медленно повернул голову и, глядя в глаза безликому, произнес: «Я сессионный гитарист из села Ящерово, что на Валдае». «Как ты сюда попал, путник?» – удивленно спросил безликий админ. «Мой продюсер привез меня в Ногинск, чтобы мы смогли отрепетировать несколько песен. Раньше он играл на барабанах, потом пел. Теперь он ведет стримы от лица группы ВКонтакте. Благодаря ему на наш концерт пришло 500 человек. Но так вышло, что кроме меня никто из группы не пришел, а поэтому он отменил репетицию, а я пошел домой и заблудился в этом лесу». Человек опять повернулся к костру. «Наверное, ты сильно заблудился, Валдай очень далеко отсюда. Быть может, тебя надо оставить у нас на ночь, а утром мы укажем тебе дорогу», – протянул безликий админ. «Это было бы очень любезно с вашей стороны», – вымолвил человек. «Честно говоря, я думал, что замерзну насмерть в этом лесу». Что вы, уважаемый гость, никто не позволит вам умереть этой ночью. Более того, если вы голодны, то я готов предложить вам десяток сочных беляшей, немного пива «Балтика» 1996 года выпуска, а также щепотку отличной соли с метро Бабушкинская, – ответил безликий админ. «Есть только одна подробность. Спать вам придется на кухне, в ванной. Но, я вам даю слово, вы получили и мягкую подушку, и теплый плед, которым сможете укрыться. Нижайше благодарю, поистине ногинское гостеприимство, иначе и не сказать». Гость улыбнулся. «Знаете, а мой продюсер тоже спит в ванной на кухне. Говорит, сначала было неудобно, непривычно, сползал вниз, а потом привык. Даже осанка специфическая сформировалась». Безликий админ проводил гостя до кухни, накормил беляшами, а после того, как гость проверил, нет ли на кухне каких-нибудь пауков и чудовищ с красными глазами, уложил того спать, а сам вернулся на улицу. В коридоре он едва не наступил на дракона, который уже сладко сопел на коврике. Безликий опять сел на свое кресло и вновь подкинул поленьев в огонь. Пламя сызново выплюнуло сотни ИСКР, которые растаяли спустя мгновение. Лес оставался молчалив и темен. «Долго меркнет ночь зимой»,